Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Это Шум, проект, где мы шумим и делаем это хорошо. Мы сегодня обсуждаем уходящую неделю рабочую, да, конец мая, и этот шум последний майский. Ох, как гроза среди ясного неба, некоторые события и факты. Ох, есть что обсудить, но традиционно начнем с некоторых правил. В непосредственно клубе зрителей в телеграм-канале в частном можно задать вопрос заблаговременно для финала нашего сегодняшнего эфира. Также работает предложка, электронная почта, куда вы можете отправлять свои истории. Там парочку из них мы сегодня обсудим и покажем, непосредственно общаясь с вами. Ну и самое любимое, да, наше общение, игра в города, после того, как я обозначу, что QR-код, который вы видите на экране, это возможность прям написать в эфир все, что вы хотите. И это будет, собственно, и поддержка, и ваше мнение. Если работает этот сервис, присоединяйтесь. Огромная благодарность, супер спасибо, супер чату за то, что не оставляете шум шелеста. Ну, а мы не оставляем наше неимоверное единство, которое проявляется вот в этих ваших приветах. Из Германии нас смотрят сейчас и Москва, и Воскресенск, и Стамбул приветствует. Стамбул будет всех приветствовать 2 числа. Сегодня Ермак вышел, официально заявил, что все, едем. И все могут кричать: едут, едут, приедут в Стамбул и будут о чем-то говорить. Вот только там за вот эти 48 часов, или сколько там, чуть больше, 72 часа, вряд ли поступит этот меморандум, который все ждут от России. Но об этом будем говорить. Магадан. Ого, Янина! Перевязка, как вас далеко занесло. Еду в Магадан. Ну, кто-то в Стамбул, а кто-то в Магадан. Москва, Буденновск, Нью-Джерси, Крым, Тбилиси шумит с вами. Армен, спасибо большое. Севастополь, Беларусь, Архангельск, Чернигов, Питер, Молдова, привет в Молдову, Словакия, Арктика, вот прям серьезно, Арктика, ничего себе, здорово, холодно у вас, наверное, Трусковец, известнейшая школа народных депутатов, вас приветствуем тоже, Севастополь, Крым, Россия, Ижевск, Феодосия, Барановичи, Беларусь, Чернигов, Архангельск, солнечная Одесса, привет, рад, что у вас солнечно, и привет в Одессу тоже большой, Запорожье смотрит, Красноярск, привет из Хорватии, не скажу, где я живу, говорит небо, ну не говорите, ну вам тоже привет, Звенигород, Новосибирск, просто замечательная география, как всегда, Ирландия с нами, Стаханов, Луганск, шумим, давайте, Алина, шумить, Екатеринбург, Нидерланды, Харьков из Тернополя, даже так бывает, Женева, Бавария, привет с Измаила, привет в Измаил, Сочи на связи, это наша самая любимая игра, но я, в принципе, сколько проводим шум, я не говорю одно простое правило, назвали ваш город, страну, ставьте лайк. Ставьте лайк за эту игру. Значит, в конце нашего такого основного блока шума, о чем сегодня будем говорить, я очень прошу, там мне всячески говорят, там затянуто, вот это вот приветствие, начало. Друзья, значит, давайте тогда обращаться к чату периодически по ходу новостей. Попробуем, по крайней мере, насколько это получится, поэтому будьте активны в чате трансляции тоже и голосуйте в вопросе. Возможно ли договоренность о прекращении огня в Украине по итогам второй встречи Стамбула-2? Максимально серьезные вопросы и вот такие варианты. Ну, где-то серьезные, где-то не очень. Минимально будут тянуть резину. Да, ради Трампа готовы вообще на все. Стороны и все участвующие игроки. Нет, это все сказки. Или какая разница? Это ведь все равно не мир. Даже то, что они сейчас там крутят вокруг этого прекращения огня. Голосуйте, пожалуйста. 1500 голосов мы получили. Очень приятно и здорово. Константину в Бровары привет. И в Майкоп тоже. И в Антарктику тоже. И твердо Лебен, Швейцария. Значит, спасибо большое. Люберцы с нами. Это просто прекрасно. Значит, друзья, поэтому большая просьба. Давайте быть активнее и по темам нашего сегодняшнего шума тоже, как бы, да, давайте реагировать в этом чате, периодически будем обращаться к ним. Но откуда такой вопрос, собственно? Из слов не Бензи, потому что 30 число, да, и, в общем, заседание Совбеза. Оно уже не такое острое, как было вот в начале недели, когда Мерц направо и налево раздавал Таурусы. Точнее как, он то давал, то не давал, то забирал назад, а потом все-таки говорит, нет, все-таки будут Таурусы. Зеленский там периодически в прессе, да, о том, что вот, там будем собирать чуть ли их не в Украине. И вот этот дальнобойный фактор, он как-то ушел, сошел на нет. Ровно после того, заметьте, как американцы сказали:
даже устами вот этого Келлога, который плоть от плоти, ну, вот эти обнимашки с Ермаком, да, вот они демонстративные в Лондоне, да, в Лондоне, да, а Париж, потом Лондон был, и вот эти обнимания с Ермаком, он Келлог единственный туда доехал в Лондон, потому что он сорван был фактически, и вот такое ощущение, что тепло этих объятий он до сих пор транслирует, но уже, правда, с нюансами. Значит, никакого НАТО, ну это как бы и так понятно, да, но все равно, да, как бы грезы вокруг, скажем так, украинского будущего украинская власть выстраивает, но он четко сказал, надо ехать. Да, понятно, там Россия, такая-сякая, это стандартная риторика Келлога, но надо ехать. И все как по стойке смирно, по струнке взяли и поехали. Все, Ермак говорит, будем ехать, ждем меморандум. Россияне уже несколько раз, и Захарова раньше, и Лавров тоже, и сегодня еще раз Песков говорит, что, слушайте, меморандум привезем на переговоры 2-го. Там обсудим, посмотрим, определимся, поработают делегации и, о чудо, внимание, Путин не против встречи на 3. Трамп, Зеленский, Путин. Но когда делегации поработают. Поэтому, скажем так, вот эти понты понтами, вот эти все перетягивания каната, дипломатического перетягиваниями каната, но встреча будет после плодотворной работы делегаций. Позиция очень важная. Почему? Потому что именно от того, насколько... Ну, то, что нам расскажут, это одно. Потому что пропаганда войны, мы там дальше сейчас поговорим, там такие заявления, перлы просто. И такие ли ситуации, просто неимоверные. Это все пропаганда войны, это все вот этот флер, это нужно держать свой ядерный вот этот электорат ультра сумасшедших патриотов в стойле. Не дай бог, чтобы не разбрелись никуда, ничего лишнего не подумали. Поэтому говорить будут одно. Но то, что будут решать за закрытыми дверями, вот это будет очень интересно. США сегодня, ну, по крайней мере, такие есть инсайды в западной прессе, не собираются отправлять никого на эти переговоры. Ровно вчера, по-моему, Политико, там Атлантик пишет, что никого, а вчера Политико нам говорит, что да нет, будет и Европа, вот все приедут. Приедут все представители, чтобы, так сказать, осветить эту встречу. Но, судя по всему, не будет никого. И что интересно, сейчас какая разнарядка? Украинская делегация будет, это уже там есть сливы определенные, приводить не хочу, потому что, ну, как бы, сами понимаете, может так, может не так. Но, тем не менее, ключевой позицией украинской стороны будет прекращение огня. Хоть тушкой, хоть чучелом. Прекращение огня дней на 30, а лучше на 60. И вокруг этого пляшет меморандум украинской делегации. Вокруг чего пляшет меморандум российской делегации, тоже в принципе понятно. Понятно из заявлений. Небензя на Совбезе говорит вот что. В принципиальном плане мы готовы рассмотреть возможность установления режима прекращения огня, который в дальнейшем позволил бы выйти на устойчивое разрешение первопричин конфликта. Значит, принципиально Россия согласна прекратить огонь для того, чтобы переговоры были, и они приводили к устранениям первопричин вообще конфликта. То есть это программное важное заявление. То есть все говорят, Россия против, Россия хочет войны, вот, пожалуйста, позиция, все. То есть мы за, но если это дорога к устранению первопричин. Но для этого мы должны видеть встречные шаги с другой стороны. Свои озабоченности мы не раз озвучивали. На время перемирия как минимум необходимо, чтобы страны Запада прекратили поставки киевскому режиму вооружений и чтобы Украина остановила мобилизацию. То есть у России два условия вот, по прекращению огня. Все понимают, что Украина будет плясать вокруг прекращения огня и условно, гипотетически, понятно, что все говорят нет, эксперты говорят нет, вот все говорят нет. А мы-то с вами можем пошуметь, как мы хотим, правда? Да? И поэтому можем предполагать, можем анализировать. Я вообще иногда могу пальцем в небо ванговать. Ну, как это так, всем кажется, что пальцем в небо. А на самом деле, вот мы можем, смоделировав ситуацию, прийти к очень интересному решению, которое потом раз и получается на практике. Смотрите, все очень просто. Прекращение огня. В украинской стороне, в этих сливах украинского меморандума было заявлено, что это прекращение огня должны контролировать некоторые международные структуры, которые там вот должны ездить, смотреть. Короче, такой какой-то, да, ну, Песков говорит, мы как бы да, но Минска-3 не допустим, Небензя тоже повторяет.
Ну, вот такой вот типа ООН, ОБСЕ, которая ездит, смотрит, если кто-то где-то шмальнул, то они записали и потом выставили в вину. Ответственности за это никакой, все прекрасно понимают. Но Россия не против, если это дорога к устранению первопричинам и если есть условия. То есть то, что говорит Небензя, это условия для прекращения огня. То, что говорил Лавров вчера-позавчера, это тоже условия к разрешениям первопричин конфликта. Небензя говорит, оружие не поставляйте, мобилизацию вот эту дичайшую остановите. Вот так. Причем кулуарно в разных там форумах подается, что Зеленский как раз мобилизацию останавливать не хочет. И вот тот ужас, который мы видим и дальше тоже обсудим, это ровно для того, и вот эта вот бесшабашность, это ровно для того и потому, чтобы насытить, вот набить мясом вот эти отряды, вот чтобы было много армии. Во-первых, потому что когда много армии, проще просить денег. Во-вторых, это вот армия для чего? Для того, чтобы вот воевать, да? Вот для того, чтобы войну продолжать. Для того, чтобы противостоять. Россия наступает сейчас, фронт трещит неимоверным образом, и в Сумском направлении, в Донецкой области тоже покажем карту Deep State, сегодня посмотрим. Но два условия. Мобилизацию остановить, это нереально для Зеленского. Оружие поставки, это тоже нереально, потому что сразу возникает встречный вопрос. Погодите, а если у нас нет мобилизации, или там она какая-то с человеческим лицом, а не вот этот ужас, что сейчас, и у нам не поставляют оружие, а как же, где же наши гарантии безопасности? Украине никто не дал гарантии безопасности. Даже в преснопамятном ресурсном соглашении США тоже этого нет. Вот тут нет гарантии безопасности, поэтому надо рассчитывать как бы на вооруженные силы и оружие. Если оружия не будет и вооруженные силы выполнять как бы нарушение договора так уже, как сейчас, не получится, то кто же даст безопасность? Но тут же сразу встречный ответ. Так не стреляют же. Если не стреляют, то в рукопашную уже не пойдут вперед, правда, продвигаться. То есть перемирие, прекращение огня, решаем все вопросы, но вам не дают оружие, и вы сворачиваете мобилизацию на официальном уровне. Неприемлемое для Киева условие вообще от слова совсем, и никто с этим никогда не согласится. Но условие предъявлено. Хотя, если очень просто грамотная растяжка, даже для тех же американцев, которые наблюдают и смотрят, Трамп всю неделю недоволен Путиным. Зеленский для Трампа говорит что-то не то, какие-то не такие заявления. И вот тут представьте, да, вот все, пожалуйста, меморандумы вот такие, над меморандумами продолжаем работать. Как итог, 2 июня встреча, прекращение огня. Но Украина отменяет мобилизацию, и оружие не идет в Украину. Так не стреляют, продвижения нет. Это фактически первый шаг к вот такой заморозке, но на этих условиях. С точки зрения политической, Зеленскому выйти и сказать «стоп, игра», мы в домике, там стоп, мобилизация, военкомы, сидите, группа оповещения нет. Это, с одной стороны, конечно, все выдохнут, общество просто начнет рукоплескать, и на Банково это понимают, они шоумены, они в этом живут. С другой стороны, мы видим, ломается весь каркас. Ломается каркас, начинаются непопулярные мнения, начинаются опять-таки неприятности в общественном, я имею в виду, в общественной среде для военкомов, и получается достаточно сложная внутриполитическая обстановка. Она буквально там через пару недель, даже перемирие вот это 30-дневное не закончится, а уже начнутся проблемы. И это тоже понимают, потому что система, как сточилась, выстроилась. Вот эти как бы шестеренки, они уже провернулись, и они уже смазанно крутятся, как сейчас. Поэтому очень интересно, что ответит Киев. Я, конечно, полагаю, что нет, и, в общем, от этого не откажутся, если американцы не заставят. Почему? Возвращаемся в начало. Америка говорит, давайте. Более того, Америка может сама сказать, а мы не поставляем оружие. Все. Договорились же о перемирии. Все, вы отменяете мобилизацию, мы не поставляем оружие. Русские не стреляют. Каждый что-то делает. То есть всем миром добиваемся мира. Вот это был бы какой-то реальный путь. Но в любом случае российские условия все называют, вот эти, которые озвучил Небензя, невыполнимыми. Фидан сегодня приехал в Киев. Он побывал в Москве и сейчас встретился с Сибигой. Фидан — это министр иностранных дел Турции. Он сказал очень важную вещь. Потому что, вот, послушав Фидана,
Он говорит, мы сейчас на таком распутье, или да, или нет. То есть, или мы продолжаем, и все отходим в сторону и смотрим, грубо говоря, как там Россия рвет Украину, Украина там героически отбивается, делает там болезненные какие-то укусы, удары, и в конце концов вот эта молотиловка продолжается и приходит к своему логическому завершению. Или мы сейчас садимся, договариваемся, и тот вариант, который я озвучивал первый, да, по Стамбулам идем. Вот с точки зрения гуманной, человеческой, вот справедливой, я за этот вариант. Чтобы они сели, договорились, всем будет неприятно. Украине в первую очередь. Да и России будет неприятно. Почему? Потому что там идет продвижение вперед, а им надо сказать, стоп, отошли. Опять-таки, там, где они сейчас есть, они не остановятся. Им нужно будет продвинуться там чуть назад, вот этот фронт немножко подышит во время этого перемирия, 100%. Это не говорит о разведении на 15 километров, ни в коем случае. Это имеется в виду там выгодные рубежи, потому что сейчас Рубилово, а там будут выгодные рубежи. Сейчас уже прошла информация по украинским пабликам, что от Харьковской области туда, до Донбасса россияне строят некоторые укрепы, причем такие очень мощные. И вот тут у меня возникает такой простой вопрос. Мы же привыкли читать там украинские медиа с каким-то посылом. У них посыл какой? Русские наступают. Все, им плевать на всех, на мир, на все, негодяи надо остановить. Вот украинские паблики вот этим напитаны, вот это вот они производят. Но если посмотреть плюс-минус здраво, без пропагандистского налета, то а зачем им такие мощные линии укрепления? Но мне, конечно, скажут, Шелест, ты в армии не служил, что ты понимаешь? Как зачем? Для того, чтобы наступление развивать. Да вот как-то нет. Помните линию Суровикина во время нашего наступления? Они, собственно, там до сих пор шибко не наступают. Там буквально очагово, и то там, скажем, такие наступления. Вот там линия Суровикина примерно, там немножко прошли вперед, там предполье сделали, но по сути это та же линия и сейчас. Вот нечто подобное, как сообщают, со спутников видно, там фото, то есть и сейчас проходит по Донбассу, по тому Донбассу, который вот сейчас под контролем Российской Федерации. То есть получается, есть уже даже подготовка на земле к подобной заморозке. Значит, Стамбулы все-таки могут быть не напрасны. И я очень призываю всех, которые наслушались разного рода, причем умных людей, я всех уважаю, причем и с российской стороны, и с украинской, о том, что нет, Стамбул это все ерунда, это все трата времени. Присмотритесь на факты, просто проанализируйте, проинтерпретируйте по-другому, смоделируйте немножко другую картину мира, и вы, может быть, приблизитесь к реальности. То есть им зачем-то нужны большие серьезные окопы там, где они сейчас стоят, где они продвигаются, куда они идут. Это тоже признак того, что перемирие на 30 дней, 30-60, возможно. Так вот, Фидан говорит, мы на распутье или так, или так. Что сказав Фідан в Києві? Дорученням нашого президента реалізовуємо човникову дипломатію. Спочатку в Москві ми послухали російську сторону, передали наші думки та оцінки. І як знаєте, Росія зазначила, то ви готові 2 червня продовжити перемовини. Значит, мы съездили в Москву, говорит, Россия 2 числа, говорит, назначаем переговоры, то есть я по поручению президента Эрдогана передал вашему президенту, и пусть с Путиным поговорил, с Зеленским, то есть это он там объясняет на дипломатическом, в переводе на украинский, что он вообще приезжал. Сьогодні в Києві ми маємо обмін думок з українськими друзями, і з цього ранку з шановним другом Андрієм Івановичем обговорили останню ситуацію. І як на початку зазначив, сьогодні ще мене прийматиме шановний президент, і передам я йому повідомлення нашого президента Ердогана. Так от протягом сьогоднішнього дня буду зустрічатися з кримськими татарами та з гагаузами. Шановні учасники преси, наша підтримка щодо суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України повна. Ми не цікавимося, де саме проводитимуться переговори, а зацікавлені в тому, як максимально швидко можна досягнути завершення війни. І віримо, що реальним є проведення 2-го туру переговорів. І визначаю свою готовність Туреччини приймати ці переговори у нас в країні.
Ну, значит, из того, что, конечно, из этого можно схватить и понести, это то, что Турция признает полный суверенитет. Нет. Турция выражает полную поддержку. Ну, то есть поддерживает суверенитет, территориальную целостность. Все очень дипломатично, все очень на тоненькую. И Фидан, встречаясь с Сибигой, передавая там послание от Эрдогана Зеленскому, с Зеленским сегодня тоже, он, в принципе, налаживает как раз-таки вот эту меморандумную историю. Потому что, как говорят, что вот этот обмен 1000 на 1000, в общем, встреча в Стамбуле первая была неудачная, а это вот все-таки турки молодцы, они подсуетились, и вот как бы, чтобы хоть с чем-то уйти из этого Стамбула, предложили обмен. И, в принципе, он прошел. То есть Стамбул, есть варианты, что это рабочая история. Фидан, почему сейчас вот там с Лавровым он об одном, с Сибигой о другом, с Путиным он встретился, с Зеленским встретился. Его задача, чтобы были практические результаты. Это важно для Турции, как для чтобы было реноме нормальной площадки, рабочей площадки. Поэтому это тоже такой плюс. Вот что-то практическое должно произойти. Практическое это пускай там не 30 дней, а там 10 дней, там до следующих там вычеток этих меморандумов, еще какое-то прекращение огня. Или какая-то гуманитарная история, которая вот всех порадует. Ну, менять, правда, уже как бы не особо есть кого с украинской стороны, говорят, есть проблемы. То есть 1000, там, 5000 на 5000 там, Россия может поменять, а вот с Украиной там уже надо собирать всех на свете. Но вот нечто такое хорошее, результат какой-то, вот за него отвечает Фидан. По поводу НАТО, Келлог, я уже говорил, высказался вчера. Говорит, не будет никакого НАТО, и сейчас опять происходит такая странная игра. Там один из депутатов говорит, смотрите, Россия наоборот выгодно, чтобы было НАТО в Украине, потому что тогда не будет войны. Вот посмотрите, Прибалтика, вот там другие члены, новые члены, Финляндия. Видите, они члены НАТО, и с ними не воюют, поэтому это хорошо. Ну, такая, знаете, история «Мир — это война, война — это мир», там орал община такая небольшая. И, в принципе, сегодня вышел тоже ряд материалов о том, что там Кремль или Путин ухмыляется, когда ему говорят по поводу НАТО, о том, что это все безопасность и так далее. То есть вот в таком духе все проходит. И паблики, причем очень и очень вот молодцы, да, они вспомнили, собственно, что говорил Зеленский о НАТО в разные периоды. В военный период, где-то год назад, да, год назад, год-два, і до моменту свого избрання. А щоб політично Україну взяли в альянс, для цього потрібна перемога. Значит, чтобы политически взяли в альянс Украину, надо перемога, победа нужна. Я вважаю, що одна із причин, чому ця йде війна, тому що ми не були до цього в альянсі. Значит, почему идет война? Потому что мы до этого не были в НАТО. Логика уровня инфузории туфельки, но как бы в принципе посыл понятен. Да? Мы не в НАТО, поэтому война. То есть, да, сегодняшнее там сообщение одного из политиков говорит, смотрите, Путин, ну вот в НАТО, и нет с тобой войны никакой. Чего ты переживаешь, что НАТО к тебе двигается? Ну вот так, да, вот такие размышления. А вот что говорит Зеленский, кандидат в президенты. Политическое решение, которое сейчас было принято у нас, вы знаете, да, в Конституции Украины, что мы движемся в ЕС и в НАТО. Я считаю, что оно было просто предвыборным, потому что должен быть референдум. Украинцы должны решать, куда они вступают. Да ладно, украинцы должны решать? Вот те, какой хороший, все-таки хорошего президента выбрали в 2019 году. Сидит, там общается, интервью дает программное, на русском говорит. Ну, вот правильные вещи говорит. Какое? Ну, референдум надо провести. НАТО, значит НАТО. А потом, да, спустя там год-полтора войны, вот, в принципе, говорит, перемога, и тогда нас возьмут. Но вопрос, что назвать победой? Дроны атакуют, целый отдельный пласт, прям можно отдельный шум посвятить, да, вот этим всем моментам по поводу, что такое победа, что такое там дроны. Дроны-матки, дроны с искусственным интеллектом, у россиян, у украинцев есть какие-то
мудрые стали шахеды, сообщают об этом украинские военные, которая летит шахед, по нем работает огневая группа, он засекает эту огневую группу, вот там прям на борту этого шахеда, и бьет по этому расчету, да, пулеметному или какому, который по нему бьет. То есть даже такие уже есть причуды, то есть развитие шагнуло вперед. Сегодня в Запорожье 6 тысяч человек отключили от света, потому что был прилет по предприятию, по одному из предприятий. Фронт достаточно выглядит очень и очень ситуация, удручающая. Причем, когда мне говорят удручающая, это получается, шелест, демотивируешь там. Нет, давайте вот спокойно послушаем одного из экспертов, да, военный эксперт, достаточно, уважаемый, проукраинский, не уличишь его ни в чем. Алексей Гетьман есть такой. Он пришел в студию Суспильного, и там такой момент, да, это когда ток-шоу, да, вот ведущие такие говорят, а вот теперь давайте блиц. Кто сейчас побеждает на фронте, Россия или Украина? И пошли по кругу, там несколько гостей по кругу пошли. И вот один сразу говорит, Украина, конечно. А на втором споткнулись. Этот второй был Алексей Гетьман. В общем, посмотрим. На вашу думку, Олексію, Людмила, Олександра, має перевагу на фронті от зараз Україна чи Росія все-таки, Олександра? То, звісно, Україна. Україна. И улыбается. Конечно. Конечно, Украина. То есть, кто имеет преимущество на фронте? Обычный вопрос, такой стандартный, для того, чтобы развлечь публику. Да? Ничего там такого глубокого нет, но тут думали сейчас, что скажет Гетьман, и пойдут дальше. Не, споткнулись. Це питання таке, незрозуміле питання. Яку перевагу, що ви маєте на увазі? Какое преимущество? Что вы имеете в виду? Нормальный такой вопрос, да, он же все-таки думает о том, что он говорит. Сначала здесь работает, а потом здесь, да, сначала извилина шевелится, а потом язык. Я просто питаю про перевагу на фронті. Моральну перевагу? Ні, Чи яку? Бойову? То есть моральную или боевую? Я просто спрашиваю. Какое преимущество? Моральное или боевое? Ми стоїмо в обороні, нас тиснуть. У нас 100-150 бойових зіткнень щоденно, з них половина на Покровському напрямку. І? Ми несемо втрати. Ми нищимо максимальну кількість російських військовослужбовців 35-40 тисяч щомісячно. Про яку перевагу ви маєте на увазі? Ми ведемо зараз позиційно по великому рахунку війну на виснаження. Мы, значит, сидим в обороне. Мы несем потери. Да, мы там уничтожаем. Он говорит 35-40 тысяч. Сложно. Это эксперт. Да, ладно. Много уничтожаем. В месяц имеется в виду. Российской армии. Мы, значит, сидим, куча этих боевых столкновений, и только под Покровском, треть из всех по линии фронта длиннющий. О каком вообще преимуществе вы сейчас спрашиваете? То есть, такое ощущение, что он взял знаете, когда пьяного тягают за ноги, берут за шкирку и в холодную воду со льдом, немножко хоть протрезвей. Какое преимущество? Что вообще означает слово преимущество? Лінія фронту, як сказав командуючий Сирський, в цьому році майже незмінна. Ці просування росіян на декілька кілометрів, це можна рахувати виключно як тимчасові успіхи, бо таке саме було під Покровським, потім ми відбивали, зараз дорога Покровськ-Константинівка частково не контролюється. Це таке, знаєте, питання... Некомпетентне, чи що? Це питання, питання, це, знаєте, це хто? Що краще, тепле чи кругле? Цікаво, що взагалі... Что, теплое или холодное? Конечно, с аналогиями он не мастер аналогии, этот военный эксперт. Но он подбирает слова, потому что он даже начал Сырский, линия фронта почти неизменно, это уже, но это не преимущество. То есть обычным пропагандистским блицом, таким вопросиком массы. А кто же преимущество имеет? Она ему немножко перепрошила, сбила чуть-чуть прошивку, і він так немножко даже запинатися почав. І тоді не можна, я просто хочу розібратися, не можна питати про перевагу, коли відбуваються такі активні дії. Чи можна... Технічна перевага в силах і засобах на боці Російської Федерації. Техническое преимущество в силах и средствах на стороне Российской Федерации.
деяких речах, деяких видах озброєння технологічна перевага так само на їхньому боці. Перевага в моральному, ну, у нас теж там багато питань, але в єдності, в емоційному складовій перевага на нашому боці, в тактичній складовій перевага на нашому боці, в перспективах, в точності пострілів з артилерії на нашому боці 3-7 гаряче, чим де там будь-які де. І так далі. Тобто треба розділяти на... Ну, в общем, понятно, что это эксперт такой, понятно, он всего не может сказать, но что может, он сказал. И он, по-моему, даже вот это с оговорками определенными, он все четко сказал. Смотрите, военное преимущество, да, в силах и средствах за Россией у нас, говорит, моральное. Но что такое моральное преимущество? Ну, вот тоже большой вопрос, особенно в последние месяцы. Нет, конечно, мы все тут как бы, ну, не все, может, конечно, смотрят военные или там военные эксперты, но большинство людей, да, которые там не причастны к военному делу, где-то вот проводят иногда параллели со спортом. Ну, это вот когда там играет какой-нибудь Колос с Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтед, он как бы играет, катает как ну, там, в полноги, или там действительно, там, или там гаркнет тренер в раздевалке чего-то, и они там побегают немножко, да, они понимают, что они выигрывают, но Колос рвет прям за каждый мяч, на последних, на зубах, каждое касание мяча это уже победа, каждый пинок мяча туда в сторону ворот соперника, это уже прям и вот моральный дух. И сказали, ну, ребята, ну вы, конечно, сражались. Манчестер Юнайтед против Колоса. Вот примерно вот так, это вот если так экстракт сделать, выжать, да, вот этот гетьман, как он может прокомментировать о преимуществе на фронте? Выйти и сказать, что Россия имеет преимущество на фронте, ну вроде как зрада, понимаете? Ну и начинает вот это вот и соврать. Нельзя сказать, что Украина. Конечно, Украина преимущество. Там продвижение, там гробы, там прорыв, там Сумская область особенно, да, это прям действительно прям продвижение. Что тут сказать? По продвижению на фронте, значит, карта Deep State, все, собственно, понятно. Как это? Знаете, как говорят, все понятно без слов. Обновление на этой карте, ну, как говорится, за сегодня, да, на сегодняшний день, то, что представили? Представили нам вот оккупированную Романовку. Романовка это вот здесь видим Ступочки, Константиновка, вот здесь вот Старониколаевский мешок, Заря, в которую уже заходили и обнимались, вы помните. То есть карта Deep State тоже опаздывает на денек, Генштаб опаздывает дня на 3-4. То есть мы видим, что там, где серенькое, это примерно там может быть уже край на самом деле, настоящий фронт. Заря вот здесь. Также они зафиксировали в Троицком продвижение, здесь Орехово, видите, зеленый угол, межевая, удачная, ну, чтобы было понятно, да, где это. Это вот Гуляй-Поле, это вот здесь, это на границе с непосредственно Днепропетровской областью. Причем самое интересное, все сейчас опять говорят, смотрите, до админ-границы осталось 2,6 километра. Так было ж меньше километров. Это опять-таки вот здесь. Там, Новониколаевка, да, это опять-таки то, что считают серой зоной во время боевых действий. Тут действительно, здесь очень мало до вот этой границы. Вот Новониколаевка мы видим, если считать условно, да, брать линеечкой и вот отсюда до сюда, то тут 2,6, да, вот так вот и считают. Вот так вот и считают. И, собственно, здесь с Ореховым точно так же. От Орехова, вот здесь, да, например, от Орехова до этой самой границы, ну, как бы километр 85, да, не видно вот здесь, вот, да, Орехова, вот точно так же. То есть, тут как считать? В любом случае, это практически выход на админ-границы Донецкой области на этом направлении. Именно Донецкой, да, потому что, ну, мы понимаем, да, здесь уже зеленое поле, мы имеем как бы смыкание трех областей: Запорожской, Днепропетровской и Донецкой области.
И по фронту, что еще, например, отмечает Deep State, тоже очень интересно, это вот Редкодуб, да, то есть продвижение возле этого населенного пункта, где находится, это как раз-таки обход, да, вот мы видим, ситуация в сторону, ну, вот там Светогорск вот здесь находится, это, так сказать, вот Харьковская область, там тоже есть продвижение севернее вот здесь. Да? Есть даже сообщение о том, что Кондрашовку, по крайней мере, Минобороны Российской Федерации, на картах Deep State серая зона, Харьковской области, Кондрашовка уже не под контролем вооруженных сил Украины. Вот таким вот образом все выглядит. То есть мы видим, что, судя по всему, замысел вот здесь этого продвижения, этого вклинения, понятно, будут бить на Лиман. Райгородка страдает, там перебили дамбу недавно. И вот продвижение вот сюда, да, от Изюма и вот сюда. Это как бы вот еще Донецкая область, да, но тем не менее, вот таким вот образом, по краешку Донецкой области и вот сюда, потому что здесь Славянск и угроза Славянску, Краматорску на перспективу вот отсюда, да, вот таким вот образом. Ну и, конечно, ну, то, о чем все говорят, эти стрелочки появились абсолютно недавно. Это Сумское направление. Вот здесь, да, вот оно находится. Это вот Суджа, вот это. И есть уже перерезание, огневой контроль. Бои возле Юнаковки продолжаются. И огневой контроль вот этой вот куска трассы. Да, куска трассы на Суджу. Владимировка, Водолаги, Беловоды, Локня и движение дальше. Но и здесь в сторонке тоже, в Константиновке, ведутся боевые действия, потому что здесь, по всей видимости, вот эта буферная зона, которую вы видите, она будет широка, достаточно широка. Ну и здесь, если так посмотреть, здесь вот если включить, например, вот здесь, да, давайте вот так посмотрим, вот Юнаковку. Ну, это здесь вот карта высот, да, лесов, высот, да, топонимическая. Вот если вот сюда выходить, да, там где повыше, вот примерно вот сюда район Юнаковки, то до Сум уже посчитали, сколько километров. Можем тоже с вами прикинуть. Вот примерно Сумы, вот примерно вот это вот, ну вот здесь, да, высота, например, да, 25-24 километра. Вот здесь находится. А это уже дроны. И все четко объявили. Нормально так взяли и объявили. Это уже дроны. Они теперь будут кошмарить, лететь в Сумы. Кстати, там же, в тех краях, в Сумской области, эпическое видео. Ну, не хочу просто YouTube. И, в принципе, все его видели, да, как Ланцет бьет четко по блокпосту. Ну, вот блокпост, Сумская область и Ланцет. Все как на ладони, все видят, все понимают. У кого преимущество на фронте? Однако есть все равно повод для победы. Вот настоящей победы, чтобы душа развернулась. Вчера загадочно в Одессе местные жители снимали какие-то большие кортежи. Длиннющие машины там какие-то там едут, черные такие, представительского класса. А что происходит, говорят одесситы? Что это такое? Кто приехал? Ну, тут начались там, ну, кто-то прикалывается, Путин приехал, ну, там аурусов нет, ну, понятно. Шутки одесские, они такие своеобразные. На самом деле, там просто форум по Черному морю, собрались много гостей, много там каких-то, скажем, ну, почему все так в тайне? Потому что, понятно, вдруг прилетит по этому форуму, поэтому они его сначала провели, а потом все показали. И на этом форуме выступал воюющий, ну, или как, типа воюючий нардеп Костенко. Так он нам назвав, що таке побєда. Південь, він дуже важливий для нас, для нашої країни, і він також дуже важливий для Російської Федерації, і тому ними були кинуті максимальні сили для того, щоб його захопити на перших етапах війни. Значит, горит юг, это вообще ключ ко всей войне, и в начале войны россияне бросали вообще все максимальные силы, чтобы захватить юг. Одессу, там вот это все. Ну, не знаю, понятно, что там Николаевская область чуть-чуть, да, эти бои возле Николаева, Херсон, да, там, но сказать, что там все было брошено прямо туда, ну, сложно. Ну, вот так, откровенно говоря, вспоминая вот боевую расстановку тех периодов начала
широкомасштабной военной операции против Украины со стороны России, начало агрессии, начало вторжения, начало оккупации, да, ну, как бы они зашли, то есть там была такая плюс-минус классическая схема, где-то на марше, где-то встретили сопротивление, где-то не встретили, потом началась тут Чернобаевка, вы помните, да, то есть где, ну, там куча этих было, песни писали про эту Чернобаевку. Но сказать, что вот прям все брошено было, чтобы прям Одессу захватить, юг весь отобрать, ну сложно. Но Костенко помнит, он все помнит. Так в чому же победа? І ми бачили, як вони просувалися. Навіть я там, коли приймав рішення, куди їхати і брати до рук зброї, я розумів, що треба їхати на південь. І я собі аргументував таким чином, що якщо ми... Представляете, как классно, да? То есть человек сидит, так, я взял, куда ехать? Сижу такой с автоматом. Я поеду на юге повоюю. Ну, вот, все ж так могут, правильно? Ну, Костенко может. Втратимо якусь область, а ми бачили, тоді інших думок не було в голові, що ми втрачали, тому що противник наступав, маючи переважаючі сили. Якщо ми втратимо якусь область, чи то більше територій на Донеччині, чи то може на півночі, маючи південь, маючи море, будучи морською державою, ми економічно будемо мати можливість ці області повернути. Якщо ми втратимо... Если у Украины есть море, то мы имеем возможность экономически вернуть все остальные области. Вот такая логика. Может, он как-то перепутал, но говорит экономически. Наверное, экономику сюда приплетает. Ну, это зерно, порты, наверное, да? То есть экономически мы можем. Если у нас есть выход в море, значит, у нас есть шанс вернуть всю территорию Украины. Південь, Миколаївську, Херсонську і тим більше Одеській області, то в нас буде набагато менше шансів це зробити. І тому, я думаю, що історики ще недооцінили, але в перспективі вони це оцінять, що саме битва за Південь – це була однією з ключових битв і буде цієї війни. І те, що ми її виграли, сили оборони, українці, дає нам можливість битися далі і дає нам можливість і шанс на те, що ми повернемо всі свої території. Вот так вот. Вот за юг надо. Вот если... Вообще, конечно, понятно, что здесь много пропагандистского, а много такого полуаналитического. Просто без выхода к морю... Ну, а что поддерживать эту Украину без выхода к морю? Без выхода к морю надо все брать и останавливать. Ну, вот так раз и все. Раздел там все, и партнеры по-другому себя ведут. Без выхода к морю. То есть, рацио есть. Но пока у нас есть Одесса, пока у нас есть Николаев, пока у нас есть выход к Черному морю, мы всегда будем претендовать на то, чтобы вернуть территории. Логично, что, значит, следующее, ну, он, конечно, говорит, мы выиграли битву за юг, мы победили, но, соответственно, он таким образом как бы приглашает россиян на юг, повоевать на юге, перейдя Днепр и там дальше, для того, чтобы потом уже шансов не было ничего вернуть. В принципе, если так убрать, отмести браваду, то логика в этом есть. Но вот переместится ли туда война? Вот в чем вопрос. Такой достаточно очень интересный эпизод в его высказываниях. Ну вот Марина Краусе шутит, говорит, еще одно море выкопайте, вам же не привыкать. Ну, в принципе, да, почему нет, можно выкопать. Бердянск, Украина, Мелитополь, Украина. Андрей, спасибо за вашу патриотическую позицию. ТЦК возьмут Одессу. Андрей, ну, конечно. А кто же еще? Море – это торговля, потому и важно. Понятно, что важно. Важно, но кому? Не Украине, а партнерам. Да? Партнерам. Железнодорожные вот эти перевозки зерна, когда заблокировали, и, кстати, вот там через несколько дней, в июне, в начале, тоже опять будет блокировка, пошлина на общих основаниях товаров в Европу. А что это за товары? То, что выросло, и то, что собрали как урожай. Море, торговля, да, приглашают, но это получается, понимаете? Вот Костенко, получается, приглашает. ТЦК, по поводу ТЦК возьмут Одессу. ТЦК, по-моему, что-то начинают, как бы у них тоже начинает шататься фронт. Луцк. Потрясающее видео. Кричит мужик, люди, люди. Женщина здесь. Ну, точно Луганск фильм. Мужики остановились с женщиной. Начинают оттягивать военкома.
Мужичок побежал, все, отпустили его. Садятся, ну тут вдогоночку еще раз, там же 2 бусика, видите, они одинаковые, красивые. 2 бусика, и мужик убежал. Я почему начинаю вот эту историю с ТЦК, с вот этого видео? Я прям, слушайте, начитался такого, говорят, а с какого прибора снято это видео? То есть люди абсолютно не понимают, там, типа дрон, намекали, что дрон, да, или там что-то, что это, ну, вот постановка такая. Мол, а откуда снято? А что это вообще за? А это все шоу, это все дискредитация. То есть начало видео, он достаточно короткое, да. Видно, что человек взял в руки телефон, и там нормальный, ну, фокусировка нормальная, и он приблизил. Ну, там прям видно, он наехал как бы кадром на вот происходящее, и вот эта вот трясочка, это обычно вот человек снимает, да, то есть все логично объясняется. Но зашили того, что это все ИПСО в Луцке происходит. Можно сказать Луганск фильм, можно обвинить в том, что это все там злые враги, дискредитируют работу ТЦК, Вооруженных сил Украины, если бы не вчерашний случай в Каменце-Подольском. Значит, история такая полудетективная, но на самом деле ее быстро загасили всеми методами, всеми спецслужбами на следующий день, вот уже сегодня, все как в рот воды набрали, никто уже там оттуда никакие местные паблики ничего не показывали. Людей, которых было много, женщину там пожилую, на которую наехал автомобиль ТЦК, никто никого не опрашивает, все как вот и как прошло, все, фух, отлегло, рукой сняло. То есть начинают уже как бы зачищать информационное пространство, потому что то, что вчера вспыхнуло, может действительно, как эффектом домино, последовать по всей стране. Ось він вже. Давайте. 2 свідка, хто буде свідком? Значит, вкратце, там много длинных таких видео, да, то есть вот мы видим, значит, пытались отбить парня посадили в машину, выбежали люди, там начинают, ну, как бы водитель машины ТЦК вел себя малоадекватно, улыбался как-то странно, такой розовощекий, хорошо ему было, люди заподозрили, что он пьяный. Я знімаю, я буду Ну то що знімаєте? Вам буде треба розписатися вже потім у Добре, я варті. буду свідком. Я свідок. Это ему пытаются, ну, чтобы он в трубку подул, да, потому что люди собрались, машину остановили, полицию вызвали, говорит, пьяный за рулем. Ну, те же должны проверить. Ну, давай проверять. Скажіть, будь ласка, навіщо ви давили жінку? Жінку для чого ви давили? Що ти не знаєш? Ти приїхав сюди казати? Значит, Посмієшся ще. значит, там очень было долгое стояние в этом дворе. Он так улыбается, этот мужчина. Результаты алкотестера не показали. Ну, мол, вы что, свидетель, там, или что вам показывать, там, отойдите в сторону, там, он говорит, я свидетель, что такое? В общем, наехал на женщину, там за ней скорая приезжала, то есть это есть уже эти все, собственно, и кадры, и так далее, просто очень массивный будет рассказ. Ну, бедная женщина, конечно, ну, понятно, что выжила, все вроде нормально, но, тем не менее, очень неприятно. И людей вот это возмутило в том числе. Они заподозрили, что он пьяный, парня освободить не получилось. Что с ним сейчас, кстати, к слову, неизвестно. Так он и уезжать пытался среди людей. То есть он пытался ехать, да? Полицейские его окружили, чтобы машину не побили, не повытаскивали всех, не суд линча не устроили, а он пытался переть через толпу. Это было ближе к вечеру.
Ну, то есть лупят по машине, не дают проехать, полицейские не знают, что им делать, женщины кричат, вот там бабушки тоже ходят, одну из таких бабушек придавили. Артем! Забирайте на табак! Артем! Ну, тут у парня сорвало крышу, он начал лупить по капоту вот здесь. Да. Чого ви нічого не робите, сволоти? Воно їде на людей! Ви чого нічого не робите? Воно їде на людей! Чого? Претензия к полиции, что они ничего не делают. Они едут на людей, а те ничего не делают. Вот с другого ракурса тоже собственно, этот же эпизод. Но там уже с позиции, да, то есть вот дальше немножко с другой стороны. Пытается уезжать, люди останавливают, полицейского в сторону, полицейские дают, получается, уехать. Вцепились прям, вот пальцами вцепились в машину люди прям, потому что несправедливость, потому что достали, потому что черти, потому что так нельзя себя вести с людьми. И вот эти люди, ну, собственно, вот выразили этот протест. Был еще, конечно, ночной эпизод, потому что стояли до позднего вечера, пока, собственно, не разошлись. Всю поліцію кажуть, сигнали. Та що, знаєте, хай хто своє, я знаю. Хай вчаться, дивляться, як над народом іздівають. Пускай смотрят, как над народом издеваются. То есть вот эти, оно там еще ночь, еще видно у них светоотражающие жилеты у полицейских. Прям они вот так вот обступили коробочкой полицейских. Ну, мол, полицейского ж бить нельзя, да, там как сразу статья, там, и люди, в принципе, полицейских не собирались бить. Они собирались бить ТЦКшников за их беспредел, их хамство, их, ну, скажем так, зверство, да. А полицейские стали, вот они их охраняли. Ужас какой, а? Кого вони захищають? Це вони героїв захищають, оцих, що сидять в цій машині. Да, они защищают героев, вот эти, которые сидят в машине. Какая-то такая, вот что-то напоминает эта картина, да? Что-то напоминает. Это же было уже, это же какие-то такие вспышки, да, флешбеки должны же проснуться. Нам же как называли революцию гидности, стоят полицейские, а вы их там, кого вы защищаете, давайте милиция с народом, помните эти лозунги? Вот оно в маленьком дворе, в маленьком Каменце-Подольском, вот это вот все произошло. На следующий день всем сказали заткнуться, просто заткнуться. А оперативное командование, ну, Запад, да, называется, есть такое, начал там Черкассы приводить пример, Каменец-Подольский, говорит, смотрите, организованное сопротивление, вот это вот люди, смотрите, эти же ВЛК, это же действительно герои, они же защищали страну, ну не ВЛК, а ТЦКшники, они же защищали страну, они же боролись, эти же бывшие ветераны, понимаете? Ну вот в таком духе. То есть это Врадиевка, это Врадиевка. Сейчас быстро затыкают дыры, быстренько всех подчищают, но информационная, но это вот Врадиевка, которая стала началом конца Януковича. Вот это сейчас произошло в Каменце-Подольском. И происходит не только там. Вот не только там. По поводу ВЛК я тут обмолвился. Действительно, сегодня много были, скажем так, ну, скажем, ВЛК, да. ТЦКшники предупреждают всех, кто не прошел комиссию ограниченно пригодных.
Представник Житомирського обласного ТЦК та СП закликав військовозобов'язаних, яких раніше визнали обмежено придатними, пройти повторну військово-лікарську комісію. Для цього в них залишився тиждень, після чого порушників штрафуватимуть. Громадяни України віком від 25 до 60 років, які за результатом проходження медичного огляду військово-лікарської комісії були визнані обмежено придатними до військової служби або непридатними у мирний, обмежено придатний у військовий час, зобов'язані у термін до 5 червня цього року пройти повторний медичний огляд військово-лікарської комісії для визначення придатності, ступені придатності до військової служби. До закінчення терміну залишилося зовсім небагато, і тому що, якщо... Часы посмотрел, видели? Осталось немного. Ну, время тикает. А дальше спустят всех собак, повыписывают кучу штрафов. Уже депутаты вовсю на всех интервью говорят, что, слушайте, да все депутаты, все вот эти депутаты, они наперебой говорят, все, кто ограниченно пригодные, приходят перепроверяться, становятся годными. Ну, максимум там какие-то тыловые есть, и то там 5%. 95% все годны. Вот, и он так смотрит на часы, сейчас пойдут заносить деньги, сейчас пойдут договариваться, сейчас вот все начнется, чтобы не попасть под вот эту новую гребенку. Потому что они сейчас придумали вот эту новую гребенку, чтобы по новой грести. Ну, почему я делаю такой вывод? Слушайте, ситуация на самом деле серьезная с теми ограниченно пригодными, бронированными, да. То есть мне пишут много людей и в предложку тоже, что... То есть какая схема? Есть, там, выходит добрый Шмыгаль, говорит, мы забронировали, все нормально, у предприятий есть бронь. Ну, мужчины работают на предприятии и все. Вот эти там толстомордые ТЦКшники, они... крутят людей и не проверяют брони. Есть у тебя бронь, нет у тебя брони, там разберемся. Крутят в автобус, все, говорит, так я ж работаю, он какое-то стратегическое вроде предприятие, бронь не дали. И потом смотрит, что за предприятие, если какое-то там, ну понятно, там есть коммунальные какие-то, то ничего, а если какие-то частные, там дроны собирают, или какие-то, что на оборонку работают, или кто-то, ну, какие-то блатные предприятия, оттуда попался кто-то, они выставляют таксу $2000 за человека. Ну, кто как, там 1,5-2, то есть за просто подтверждение брони. Хотя бронь есть. Вот так вот они работают. Поэтому, конечно, вот так это, на часы, конечно. Ситуация серьезная, потому что Венеславский появился. Вот когда появляется Венеславский, значит, что-то вот как бы вот подгорает в этом вопросе. Он тоже про ограниченно пригодных высказался. В результаті повторного фактично проходження ВЛК, яка пропорція тих, хто визнається придатним і чи непридатним до військової служби, так от практично всі, там 99% визнаються придатними до військової служби. Це свідчить про те, що свого часу можливість бути визнаним обмежено придатним була такою лазівкою, скажімо так, для зловживання. То есть 99 Венеславский, там немножко тихий звук, Венеславский говорит, что почему всех вот это косят ограниченно пригодных? Потому что раньше ограниченно пригодный это была лазейка, чтобы не идти служить. А сейчас у нас честное государство, сейчас лазеек нет. Годен. І для уникнення від, на той час від строкової військової служби, яку проходили громадяни України, чи інші якісь, скажімо так, небажання бути військовозобов'язаним. На даний момент 50% тих, хто пройшов повторно ВЛК, освідчення ВЛК, визнані такими, що придатні до військової служби без будь-яких застережень, а десь біля половини придатні до військової служби з певними застереженнями, тобто в тилових частинах, в частинах забезпечення, але я ще раз підкреслюю, що практично всі визнаються придатними до військової служби, причому скарг на те, що якісь порушення тих нормативних підстав для визнання обмежено придатними, для визнання придатними або непридатними дуже мала кількість, тобто фактично ми... И не жалуется никто, говорит Венеславский. То есть это он объясняет, как это все работает, понимаете? То есть приходит человек, у меня ограниченно пригодный. Ну, ты, значит, годен для службы в тыловых частях или где-то еще. Не, вообще... То есть половину, может, туда отправляют, половину, и никто не жалуется. А если никто не жалуется, значит, ты свою ограниченную пригодность купил. То есть вот как мыслит депутат Венеславский. А то, что это стоит $1000, а взять их негде,
Негде у человека, там, у работяги, у человека, у которого семья, у человека, просто у мужчины, да, где ты возьмешь, где ты их заработаешь? Ты же не держишь никакой там, ты же дроны или там снаряды с калибровкой не лепишь, которая вот так в кривь и в кость, да, но отправляешь за бешеные бабки. У тебя нет этих $1000, ты не можешь им дать. Значит, ты годен. Значит, твоя, это липа. Не подтвердилась же, не подтвердилась. Представляете? А потом спрашивают, а что такое отношение к ТЦК? Вот, пожалуйста, как это, на улице одного из городов Украины. Столица, кажется. ТЦК? ТЦК. Ну и что номер? То есть мужик говорит, ТЦК, пошел снимать номер машины. Видите, на чем они ездят? Хрен знаешь на чем. У меня такой этот самый был прям спор когда-то, я помню, в телеграм-канале Шелест. Прям спорили со мной. Все машины военнослужащих, они же, как бы, да, ну там, они же с черными номерами, они же все это невозможно. Он, пожалуйста. ТЦК это ВСУ, он, пожалуйста. Пригнали для фронта машину, вот они сели, это ж такая машина, ну, как бы, сколько там она стоит? 300 евро, 500 евро, ну, имеется в виду там, откуда ее пригнали. Плюс еще волонтеры на халяву подшаманили, кто-то платит, кто-то не платит, кто-то делает снос в ВСУ. И вот сейчас вот они вот тут ТЦКшников возят. Что ты закрываешься, ты? Что? Пошел ты нахуй! Там очко засунь тебе. Ты что, передергиваешь затвор? Что ты передергиваешь, ты? Ты что передернул затвор? Какого хуя ты его? И тут, конечно, там, да, тут его снимают, тут его там, ну, понятно, там нахер не нахер. А тот передернул затвор, а этот услышал. Ну, какой-то мужичок. И давай... Передернул. Відійшов ти від мене. Ти що? Що такое? Давай, чухай. Чухай давай. Чепуха. Короче, как-то так. Чепушилы, ты что? Ну, вот, в общем, вот такое отношение к ТЦКшникам, да. Ну, то есть, понятно, да, когда там видят там здорового там какого-то, да, и такого. Тут же, понимаете, в чем дело? Это кто-то рассказывал из психологов. Тут же вопрос не в... Тут вопрос в эмоциональном состоянии. То есть побеждает тот, кто более яростный. Яростный. Не сильный, а яростный. А вот эти, они так походили, потоптались, тут их, видите, обложил, и они сели и уехали, потому что, ну, как бы, ну, как это, флюиды от него исходят, своеобразные от этого мужчины с телефоном, которых их погнал. Ну ладно, мужчины, да, то есть это своя специфика. А вот отношения женщин. Що ви ложите в землю моїх дітей, падали ви отакі. Понимаєте? А це називається, я вичислені іменами називаю. Називаю, що ви скоти. Ви напередок не йдете. От що такий кабан сидить тут, а не на війні. Значит, подошла женщина, говорит, а у нее там погибшая есть, да, говорит, вы падали, вы скоты, вот вы тут сидите, а там, вот у меня там племянник, еще кто-то, потом дальше рассказывает, то есть вы погибли, то есть привезли, похоронили, а вы тут сидите и ловите там моих детей, там родственников и так далее. То есть просто они сидят, вот пьют коктейльчики, видите, прохладительные напиточки, красивые такие, с баночкой. Я помню, когда только появились, думаю, елки-палки, слушайте, это же, наверное, так прикольно, модно, вот тут сидишь, это вот кружочек, дырочка, вот это. Ну, несколько лет назад, да, когда стало модно вот это. Там раньше как, бутылочки какие-то, что еще, а тут вот сидишь. Смотрите, как это, привал. У ТЦКшников привал. Они сели так, на Западной Украине, вот сидят они, вот, намаялись, попивают мохито. Ну, их женщина все-таки увидела и настигла. Воду об'їдає, блядь. Якого хера? Отакого, отаке служить, як мизинчика, а таке сидить тут. Служить. Да, і племянника мов вбили. За що? За ваші морди? За ваши морды убили. Я смеюсь, ничего смешного на самом деле нет. То есть, он видит, там, подошла, говорит, а там здоровый бугай кормленый, один, второй, там сидят, мохитка попивают. И вот ее, это изнутри ее закипело. То есть, за ваши морды он погиб, получается, племянник. За ваші
вас теж. Хлопці, там де я, не підходьте. І хто зі мною? Поняли? Да. А то що буде? Що ти мені зробиш? Що ти мені зробиш? Ідіоти, власть почувствували, бо люди терплять. Та пиздить вас треба скрізь. Вас пиздить треба, отак доїдати і пиздить. Да, вас. Не касати нас б'ють, а ви б'єте. Ви б'єте, ви калічите, ви вбиваєте людей, ви вбиваєте людей. Нам не кацапів треба боятися, а вас, подонків, отаких подонків, як ви. Козли ви вонючі. И пошла. Вот такое отношение. Женщина подошла в возрасте и говорит, не кацапов надо бояться, а вот таких вот вас. То есть что-то, понимаете, что-то вот уже меняется. И они сидят, у них покерфейс, там один что-то пытался, ну там, перья поднять. Ну, она права, женщина, а что вы мне сделаете? Кто вы такие? Вы слабаки. Поодиночке вы слабаки. Этот предыдущий, из предыдущего ролика мужик это доказал. Ну, то есть, главное, и этого народного гнева все больше и больше. Все больше и больше. Ну, вот все чаще вот такие, собственно, сообщения, да, приходят. Вот, внимание, ну, это канцелярский язык дурной, этот Киевский областной военкомат, говорит, 8 утра 29 числа, Вишневый, Бучанский район Киевской области, напали на военнослужащих, группа оповещения, вместе с представниками нацполиции, проверку они осуществляли, 27-летний гражданин распылил газ, ну, слезоточивый, его задержали, в общем, следствие проводится. Газом. Нет, теракты, конечно, это ужас. Там понятно, что есть сообщение о том, что там руку оторвало ТЦКшнику, потому что он там пакет увидел возле машины. Это уже немножко другого порядка. Я сейчас об отношении к людям. Ну, людей. Простой человек, вот он выйдет вот так вот, их обматерит, или соберутся группой, побьют. Видите, там же ничего, там же не было, пока не было камней, каких-то вот этих вещей, то есть там шины порезали только в Каменце, да, то есть, а так вот если, ну, то есть не разгромили, не было суда Линча, полицейские эти в коробочку стали, а вот такие люди просто приходят. Это гражданский вот такой протест. То остальное, это, конечно, теракт, это ужас и кошмар, но отношение меняется. Меняется. Вся надежда ТЦКшников только на одного. Его. Корчинского. Я читаю про напад на представників ТЦК у Черкасах. Нападників затримано. Це троє чоловіків віком 48, 38 і 49 років. Їм загрожує позбавлення волі від 2 до 5 років. Тобто людям, які вирішили допомогти зірвати мобілізаційну кампанію, себто діяли на користь ворога проти українських збройних сил. Це щось, що дуже нагадує державну зраду і агентурну діяльність, їм загрожує 2 роки позбавлення волі, тобто менше, ніж за крадіжку мобільного телефона. Я не можу на це відреагувати адекватно. Ну, в принципе, там сложно адекватно вообще разговаривать. Это он перечисляет историю в Черкасах, да. Это вот эти Черкасы, это мы показывали в шуме, я показывал вам, вот, да, вот это всех там шмонали по домам, вот это все там, как полной амуниции, как вроде воров в законе брали, да. Этот мужика, который шапку сбил с ТЦКшника, то есть, ну, вы видели, да, вот это все. И вот Корчинский же реагирует, говорит, не могу адекватно реагировать, по 2 года им светит. Всього-навсього по 2 года. Як ви знаєте, уникає абсцентної лексики. Раджу це робити і вам. Але наведення ладу – це і адекватні закони. Довічне ув'язнення має загрожувати цим чоловікам. І відповідної зміни в законодавстві, в кримінальному законодавстві, цього потрібно досягти. Кожен, хто криво подивився в бік ТЦК, повинен сісти на довічне. У нас за напад на ТЦК дають 2 роки. Це як взагалі? Каждый, кто криво посмотрел в сторону ТЦК, должен сесть на пожизненное. А? Как тебе такое, Илон Маск? Якщо завтра працівники ТЦК оголосять страйк, це буде означати, що фронт у нас завалиться уже через місяць. Це буде означати, що московити будуть під Львовом через 2 місяці. Це означає, що всі, хто плюється в ТЦК, будуть зґвалтовані і вбиті через 2,5 місяці. То есть вот он начинает. Смотрите, ТЦК идет на забастовку
То есть не перестает работать. Через месяц рушится фронт, через 2 там под Киевом, через 2,5 еще где-то. То есть нагнетает там, да? Все вот эти, которые плюются в сторону ТЦК, потом будут российским солдатам изнасилованы и, в общем-то, порабощены, убиты. Тому я виступаю за екстраординарне судочинство, за військово-польові суди. І не судовими рішеннями, і не силами правоохоронної системи потрібно боротися з ватою, з недоліками, з саботажниками. Цим мають займатися спецслужби. Точно так само, як вони це роблять на окупованих територіях. Ну, тут понятно, оккупированная территория, там это все точно так же, все ужас и кошмар. На оккупированных там все всех. Короче, военно-полевые суды нужны. Слушайте, так мы к ним так и придем с такой риторикой. Военно-полевые суды. А? Корчинский. Арестович ему, конечно, ответил. Ну, просто филигранно, я бы вам хотел сказать. Ну, дело как бы такое, но... Ой. Значит, вот пишет. Ну, новость сама, то есть, если ЦК объявят забастовку, фронт рухнет через месяц, россияне будут во Львове через 2. А все, кто плюется, всех надо пожизненно. На деле изнасилован будет Корчинский, не россиянами, так поляками, или и россиянами, и поляками. Поэтому Львов – последний рубеж его обороны перед долгими ночами любви. А ему на старости лет и так неудобно, скажем так, ну, вы можете прочитать, ублажать Ермака. Резюме. Вы все должны пойти и умереть, оберегая его пожухлую задницу. Это и есть суть содержания их Украины. Вот такой вот проект. Вот такой вот проект. По большому счету. Проект. У всех, понимаете, у всех вот какие-то проекты. Тут мы с вами, ну, выше, да, считали, сколько там километров, 25, там кто пишет 26, 27 до Сум, а в Сумах тоже есть ТЦК. Они недавно вот что нам предлагают. Значит, фильм «Майнкрафт» уже кино. Ну, то есть фильм «Майнкрафт». Он уже, собственно, в кино. И они придумали, вот эти товарищи из Сумского ТЦК, компанию «Пиксельный мир Майнкрафт» готовится к новому пиксельному миру ВСУ. Значит, пока кто-то крафтит деревянный меч, другие формируют команду реального мира, и ты можешь быть среди них. Пока кто-то готовится к премьере фильму «Майнкрафт», ты можешь прокачать главного персонажа в реальности. Себя. Прокачай себя. В игре ты начинал с ничего. Кирка, дрова, ночь на дереве. В войне с базовой подготовки броника и побратимов. В Майнкрафт ты строил базу. Здесь защищаешь свою страну. В игре ты создавал команду, потому что поодиночке не пройти. В реальном жизни служишь в подразделении, где каждый как щит для другого. В игре ты учился тактичности, стойкости, логике. Здесь то же самое, но с настоящей ответственностью. Майнкрафт имел creative мод, ну там креативные моды. Но жизнь сейчас это выживание. Проект «Контракт 1824». Твой реальный режим выживания, развития и влияния. В Майнкрафте ты собираешь ресурсы, объединяешься с другими, воюешь с пиглинами, строишь укрытия, выживаешь. В ВСУ точно так же, только все по-настоящему. Не пиксельная броня, а настоящий боевой опыт. Не просто выживание, а ответственность за будущее. Не виртуальная команда, а побратимы на всю жизнь. Представляете, какие? Сумский ТЦК. Сумы ТЦК. Мне вот интересно, 18-летние, 24, они в Майнкрафт играли, да, уже? Вот просто не знаю, да, как бы.
Вот просто мне интересно. Ну, там, дети там, мои играли, там, да, но им не по 18-24. Но тем не менее. Майнкрафт. Это же и приурочили к выходу фильма Майнкрафт. К вот этому всей теме. Слушайте. Суммы не сегодня, а завтра будут под массированными ударами дронов. На Сумы пойдут. Пробьют вот эти дроновые, ну, дронами пробьют вот эти, скажем так, ходы и пойдут дальше. Их там достаточно много, об этом говорят серьезные аналитики, там 50-60 тысяч, то есть к Сумам подойдут. Я не говорю, что Сумы падут там или что, это будет длинная еще там эпопея, но город будут стирать. И здание вот этого ТЦК Сумского, который наладан дышит, Майнкрафт, 18-24, приходите. Конечно, нельзя криво смотреть в сторону ТЦК, пожизненное получишь. Креативные люди собрались. Зеленский сегодня побывал на книжной выставке. Книжный арсенал, традиционная выставка. И ему так совпало. Мне так вот это нравится, знаете, это как вот это... Надо проехаться в троллейбусе. Ну, вот, например, да, политика, люди это любят, они смотрят, Зеленский в троллейбусе едет. Ну, это так, гипотетически. Надо на выставку сходить. Жену с собой взять, книжечек прикупить. Он же читает. Помните, у него там очки круглые. И вот его сняли на выставке. Сюжет, закачаешься. Ему продавец дает книгу. И говорит, надо, чтобы вы дописали. Он говорит, подписать надо? Подписать надо? Не подписать. Там весь прикол в том, что надо как бы дописать. Дописать. Понимаете? Что ж там за книгу такую подсунули ему? Убить тирана. Книга. Убить тирана. Говорит, подписать? Не, дописать. Это же, ну, да, вот книга, там, скажем, и он, чтобы не подписал, а дописал. Про Путина ж надо убить. Он же вчера говорит, война будет, пока будет Путин. Да, там, пока будет жить Путин, пока будет война. Вот, мол, продавец же, он же обратился как бы, он думает, что он книги читает, Зеленский. И говорит, надо же как-то вот допиши. А тут подпиши, допиши. Ну, может, конечно, не сообразил, а так он, конечно, начитанный, Зеленский, конечно, естественно. Книга. А что ж это за книга такая? Это история тираноборчества от Цезаря до Каддафи. Итальянский историк ее писал, Альдо Андреа Касси. В ней исследуется эволюция идеи легитимного устранения тирании. Внимание, легитимного устранения тирании. С античных времен период до современности автор, собственно, там анализирует, как различные эпохи, культуры могли, ну, как бы оправдывали свержение деспотов и рассматривали юридические и моральные аспекты этого вопроса. Ну, там, лом в заднице это хорошо или плохо, там, или там, а как можно там мягко убрать диктатора? То есть идет такая, ну, работа вот этого философа. Там интересно, что о современности в этой книге особое внимание там Си Цзиньпину, Эрдогану, Орбану, Ким Чен Ыну уделены. Мол, это как бы вот такой посыл, что борьба с тиранией как движение, это вот и сейчас это очень актуально. Книга завершается о том, что там, мол, тираны не вечны, а свержение возможно. То есть, смотрите, это все там набор примеров о том, что свержение возможно как де-факто, ну, вот физическое устранение, так и де-юре. Да, то, что юридические условия, которые позволят их как бы назад. Зеленский. Надо подписывать. Надо подписывать. Надо подписывать. Убить тирана. Вообще, конечно, эти нарративы, они такие, конечно. Очень и очень. На тоненькую, так сказать. По поводу тирана, значит, потрясающая история с вот этим оружием сербским. Это в российском сегменте. В общем, сербы поставляют оружие Украине. Есть контракты, есть там поставки.
И поднялся не то что скандал, а такое какое-то недоумение. Слушайте, ну сербы ж вроде как за нас, и там Вучич приезжал на парад Победы, а они вот оружие украинцам поставляют. Ну и Вучичу пришлось гасить пожар. Але ću ja svakako. Я в любом случае отдам распоряжение и предупреждение. Везде, где существуют подозрения или имеются злоупотребления так называемым конечным пользователем, то есть поставки на линии фронта без нашего ведома, такие контракты не будут выполняться. Мы должны об этом знать и следить за тем, чтобы такие контракты не реализовывались. Ну, то есть четко говорит, что если, допустим, что-то где-то, ну, понятно, частная собственность, частный бизнес, в общем, Сербия теперь спохватилась, говорит, поставок в Украину не будут, будем препятствовать. То есть это без нашего ведома. Интересно, что за этими поставками стоят же что? Деньги. Деньги стоят. И этих денег не могут досчитаться. Даже такая, ну, она из партии Порошенко, но она считается специалистом именно по там, налогообложению, по финансовому сектору. Южанина, сама что-то у нее не сходится. Деньги на оружие Минобороны. Говорит, 100 миллиардов где-то. Ну, их, конечно, больше, но 100 миллиардов где-то вообще не может найти. У нас просто якась відбувається брехня з цифрами, і при тому, якщо вже такі неправдиві цифри дає Міністерство фінансів, це мене напружує. Вони на своєму сайті розмістили касові видатки за 4 місяці. Січень-квітень 2025 року. 1 трильйон 200 мільярдів. Там виділили окремими рядочками, скільки витрачено на Збройні сили. Написано 598,3 мільярда гривень. Навіть не досягнуло 50% від усіх видатків. Буквально на наступний день на засіданні Кабміну уже повторюючи майже ті ж самі цифри, пан Шмигаль додає і говорить просто абстрактно, ми витрачаємо 60% з усіх видатків 1 трильйона 200 на Збройні сили. Але ж вчора, позавчора вже, Мінфін в телеграм-каналі вивісив нові цифри за той же період і говорить, що замість цифри, яку я вам назвала, 598,3, ми витратили 765. Вибачте, а де взялося ще 102 мільярди? Прямо в повітрі вони десь народилися. Це по-перше. Я хотіла би знати не по інсайдерській інформації, які користуються деякі народні депутати, я не знаю, чому вони мають, а ми не маємо, і навіщо від когось пішла новина, що у нас дефіцит бюджету десь 400-500 мільярдів, і це пов'язано з військовими видатками. А я цього не бачу. Значит, смотрите, тут как бы, во-первых, понятно, что деньги из воздуха — это Украина, страна мечты. Здесь вот так вот может раз, и 100 миллиардов где-то вот, оп, и взялось. Вот они, 100 миллиардов. Только в кармане, понимаете? Это вот потрясающе. Ну и, конечно, смотрите, можно по-разному относиться там, к порошенковцам, но есть разные... Вот она говорит, она правильные вещи говорит. Говорит, а что я должна от какого-то инсайдера, там, ну она Железняка имеет в виду, еще там каких-то, говорить, что у нас нет денег, дырка в бюджете на 400 миллиардов. А что я должна это от него узнавать? Есть же цифры, есть же официальные люди, есть же это министерство профильное, есть какие-то запросы, есть... Зачем инсайды, если денег нет? Говорит, я не вижу этого. Я в це не вірю, а я не довіряю тому, що йдуть якісь слухи. Чому про це не говорять? Нехай приходить міністр фінансів до кожної фракції, до кожної групи і переконає нас, що це так. Тому що це ж не просто заявити про дефіцит. Це, я ще раз повторюся, це означає, що ми нічого не вміли планувати і не передбачали. Да, ничего не умели планировать и предвидеть. Да, Южанина права. І друге, я хочу переконатися, що ніхто не, не підробляє ці цифри. Не тырит. Она хотела сказать тырит. Никто не отмывает, никто не тырит. Она хочет убедиться. Не убедишься. З якоюсь іншою метою, тому що в нас уже 100 мільярдів знаходиться гривень в дебіторці, тобто відправлені на закупівлю зброї, ні грошей, ні зброї. І вона вже ніколи не повернеться, ці 100 мільярдів. Давайте розберемося і запитаємо всіх відповідальних осіб, де ці 100 мільярдів. Нет 100 миллиардов. Нет 100 миллиардов. А что есть? А есть вместо 100 миллиардов у нас в Украине дефолт. Вот так вот он, собственно, и выглядит. Bloomberg пишет. Украина заявила, что пропускает платеж в размере 665 миллионов долларов по госдолгу, привязанному к экономическому росту. Это вот те ВВП Варанта и Яреська. Украина не смогла договориться о его реструктуризации с группой кредиторов.
пропуск платежа фактически является дефолтом поданным облигациям. Занавес. Дефолт. Ну, Bloomberg там пишет со знаком вопроса, но тем не менее. Дефолт. Поэтому 100 миллиардов тут, 100 миллиардов там, новый дизайн гривни. Выбегает Гетманцев и говорит: слушайте, мы налоги понизим. Знаете почему? Мы же в Европейский Союз вступаем. Потом там Пышный говорит: слушайте, так это ж мы в Европейский Союз вступаем. Мы на евро перейдем. На евро перейдут, вообще краев не найдут вот этих цифр, о которых там печется южанина. Ну, она, работа у нее такая. Вообще там евро, евро, да и евро. Все, это было это было до евро. Это вообще никто не помнит, ничего не знает. Нормальный план. Великолепный. Ну и давайте о духовности еще немного пошумим. Напишите, кстати, в комментариях, что думаете по поводу цифр, миллиардов, ТЦКшников. Очень, очень интересно. Насчет духовности чуть-чуть пошумим. Вот духовности и ну, то, что вот происходит, да, у нас на Земле. Это, конечно, нечто. Значит, вчера разошлась жуткая новость. Значит, вот этот вот Максимляк, да, Олег, является помощником народного депутата Мезенцевой от «Слуги народа». И он рассказал душещипательную историю. Вот прям взял и рассказал. Представляете? Как он ехал в такси. Говорит: только что водитель такси отказался везти нас с друзьями из-за моего маникюра. И начал расспрашивать меня об ориентации. После чего попросил нас выйти из автомобиля. Надеюсь, водителя-гомофоба отстранят. Ну, уберут из сервиса. А вот маникюр его леопардовый. Трохи леопарду, пишет он у себя в соцсетях. То есть, вы понимаете, какая вот история? То есть, вот он, мужик с друзьями, смотрел на этот маникюр, смотрел, говорит: ну все, типа, выходи. Ну, если, ушел и ушел, ну, бог с ним, да, например. Нет, он же помощник депутата. Водителя-гомофоба найти. Из такси службы выгнать. Потому что у них ружбайка власти. Они могут. Вот эти с леопардовым маникюром. Помощники народных депутатов. Ужас, что происходит на самом деле в сфере духовности. А ЛГБТ Прайд, дата которого неизвестна, причем там на афишах пишут на Троицу, или как объявляют на Троицу, потом где-то пишут через неделю после Троицы, ну вот на выходных каких-то. А все там морды выставляют, фоточки, да, о том, что приглашаем на Киев Прайд. Дата и место пока неизвестно, потом сообщим. Потому что боятся, что придут таксисты, которые выгоняют за леопардовый маникюр из салона автомобиля и наваляют. Видимо, поэтому. Но вообще, то есть, многое можно разрешать, но многое нужно и запрещать. Сегодня мэр Черновцов, Кулінчук, попал в абсолютно интересную историю. Канал я би взагалі заблокував. Я вважаю, що це Значит, говорит: я вообще бы заблокировал Телеграм. Вообще бы Телеграм заблокировал. Это вообще угроза нацбезопасности вообще. А там же как бы, он встречается там и такие, вот это же Transparency International, это все там. Ему сразу вопрос: а у вас есть свой? державний. Мій я є. Ну, він є, тому що треба. Ну и понятно, да? У вас есть телеграм-канал? Не, ну конечно есть. Он есть потому, что надо. Но я бы Телеграм заблокировал. В голове маргарин! Правильно говорить, блокируй Телеграм. Ну так не пользуйся Телеграмом. Проблема в том, что если они не будут пользоваться Телеграмом, вот эти мэры, там вот эти все, да даже вот эти все, которые чешут нам о том, что надо все запретить, если они не будут ими пользоваться, так о них никто не узнает. Это хоть какая-то, не знаю, хоть какой-то возможность, чтобы о них кто-то узнал. Но надо все запретить. Нас там нет, и вас не будет. Так вы там есть. Ну, все равно запретить. Но я там есть. Вот как-то так.
На днях в столице случилась умопомрачительная история, которая нам свидетельствует о двух вещах. Вещь первая. Непримиримая, ужасающая борьба офиса президента и его администрации с Кличко. Она длится давно, там много подстав, много всего. Кличко выходил не раз с заявлениями и зажаловался там немцам, партнерам европейским. Ну, это как-то так вот это все возня идет полузакулисная, но дошло уже до какого-то пика. Потому что приехал американский режиссер снимать кино про героическую Украину, про войну, про стойкий украинский народ. И не устоял на балконе. В Печерском районе старый дом, и, в общем, балкон провалился под его ногами. Благо, невысоко было, там второй этаж, но кадры первые, наверное, фильма американского режиссера про войну были эпические. У суботу мій балкон обвалився, і я впав назад разом з бетоном. Значит, мой балкон обвалился, и я упал на землю вместе с бетоном. Особливо зараз у цей воєнний час усі мешканці столиці повинні щодо будівля, в якій ми живемо, є безпечною спорудою. Значит, он вообще там как плохо говорит. Он на русском уже он не может, вы же понимаете, да? Говорит, все жители столицы, вот это вот небезопасное сооружение. Причем самое интересное, вот я вот долго смотрел на это видео, там, да, это было несколько дней назад, вот это, я вот смотрю на него и думаю, что-то вот не так. Ну, понятно, там взгляд вот этот перепуганный, все как-то вот очень... ссадины красивые, такие кинематографические, да? Вот такие кинематографические ссадины. Но больше всего я понял, что, ну, может, они настоящие, не буду там говорить, что это прям постановка какая-то, обвалился балкон, его нагримировали, он такой. Но вот эта прическа, вот эта гелем уложенная, вот это вот так вот. И он вышел на балкон и упал. А прическа, вот эта прическа на месте. Он же снимается ж, режиссер. Забезпечення цього я основополо знаєм для відповідального безпечного європейського суспільства. Безопасное европейское общество. И вставили вот это, как Зеленский целует фон дер Ляйен. То есть балконы падают, а он целует фон дер Ляйен. Круча компанія службовування щитлового фонду Подільського. Как он говорит, щит лового, ну, жилого, щит лова, да? Значит, вот это управляющая компания Подольского района. Район Київ. Відповідає за утримання цієї будівлі. Я хочу провести розслідування, щоб визначити, що стало причиною їхньої невдалої роботи, щоб подібні аварії більше ніколи не повторились і в місті Київ. Короче, ехал снимать кино про героическую Украину, а приехал и начал снимать расследование, что делается в городе Киеве, чтобы эта авария не повторилась. Что произошло, возмущается американец. Как что? Возраст. Дома. Возраст. Так бывает, американец. Если хочешь выйти покурить на балконе, будь готов. Потому что все для войны. И ты тут приехал тоже для войны, для того, чтобы снять какой-то там материал свой пропагандистский или какой-то взгляд авторский, творческий, художественный фильм, и его повести и показать. А тут какие-то балконы. Вообще, американец, не обижайся. На обиженных балконы падают. Но на самом деле смех смехом, иронизировать здесь, конечно, нечего. Сразу быстренько выскочил Ткаченко, натыкал Кличко. Ну там, и вот эта возня прошла дальше. Действительно, состояние столицы в катастрофическом таком положении дел. И там я показывал вам, помните, несколько шумов назад о том, как сыпется мост Патона, о том, как, собственно,
То есть инфраструктура в плачевном состоянии. Все для фронта, все для победы и в карман. А инфраструктура инфраструктурой. И кажется, что ну вот не за то идет война. Ну вот все равно. Деньги изрядно там на цветочки, на клумбы, конечно, выделяются. Но главное что-то вот так вот сыпется. Да, вот американец пострадал. Но это мог быть не американец, это люди, которые там живут в том районе. Это исторический район, Подол. Исторический район Киева, которому нужен глаз да глаз, который нужно охранять. Не рисовать флажки, закрашивать Булгакова, там, например, да, где-нибудь в центре. Или там вот эти все огромные баннеры лепить. То есть недострой какой-то, причем долго. Они прилепили баннеры, говорят, все там, Украина, свобода, наша религия, вот это вот все. А делать? Ручками надо что-то делать. Деньги вкладывать в это, чтобы оно функционировало. Но война. Война дело такое. Вообще с людьми странное, что происходит. Сегодня такой был очень интересный и шумный случай. Запорожье, парковка. Женщина вышла снять ТикТок. Потом сообщили, что это местный такой, такой полубродяга. Там бомж называют бомжами таких людей, какой-то бродяга. Ее решил отшлепать ремнем. Значит, вот она выходит, начинает танцевать, и идет мужик, и так раз ее, ах ты такой-сякой. Представляете, прямо вот это вот, у бати у моего такой был, если честно, ремень такой, дальше покажем. Ремень такой с бляхой такой, и начинают ее хлестать. Ну, в Запорожье женщины не из робкого десятка, это вам не какие-то там европеечки. Ну, она ему взяла и наваляла. Ну, как вы видите, там жесть. Как вы видите, да, вот музыка продолжается та же, как говорится, под неснятый ТикТок. Отпинала, отбуцала его. Подошли мужики, говорят, вообще, что случилось? Ну, оказался повержен. Слушайте, столько дураков разводится, да? Ну, вот правда. И у всех же идет вот это обострение на фоне пропаганды, на фоне войны. Ну и потом эта тиктокерша показала, вот с чем на нее налетел этот, тоже ведь, да, вот такой в полувоенной форме, ходит, слоняется, то есть, да, вот этот мужчина. Ну, ребят, вот и трофейчик, которым он мне приложил. Вот так вот. Солдатский, матроса, видите, с советской звездой, с серпом и молотом приложил в Запорожье. В 25-м году. Представляете? Серп и молот на бляхе. И вот прям бляхой по ТикТоку садил. Вот он. Ничего, теперь он будет жить у меня здесь, на память о дядечке. О дядечке. Видите, как она говорит? О дядечке. Смотрите, ровно так же, как изнашивается инфраструктура, изнашиваются мозги, психическое и душевное состояние. На фоне войны, идиотизма со стороны власти, когда у нас переговоры, это не переговоры, а вот эти танцы с бубном или перетягивание каната. А ну-ка покажи свой меморандум, а ну-ка покажи, а ну-ка покажи. А тут я буду, а тут я не буду. А мы воюем, а война идет, а смерть за смертью. А у людей гибнут родственники и друзья. Понимаете? Это все вот как сегодняшний там смерч над Черниговым. Это было немыслимо еще когда там, я помню, там, 10 лет назад, что смерч над Черниговым. Понимаете, это было очень редкое явление. Сейчас по Украине смерчи, смерчи, смерчи. Только не вот такие природные, хотя и природные тоже, как природа наказывает украинцев за вот это потерю рассудка, за вот эту. Так и такие вот общественной морали, общественного чего-то, то есть, да, каких-то отношений друг с другом. Обычных человеческих отношений. Есть у нас рубрика специальная, да, для обычных человеческих отношений, называется «Колобок, куда мы катимся». Это в предложку пишут люди специально, рассказывают свои определенные истории. Там некоторые я озвучивал по ходу эфира, некоторые там отправляют в Телеграм, в свой Телеграм-канал.
Вот они, семейные отношения. Вот пишут мне. Решила с ребенком, женщина с ребенком, отдохнуть на Крите. Ну, как по путевке. Группа едут, там какое-то время там у моря, на Крите. То есть это не шибко так, чтобы там какой-то там лакшери отдых, это вот именно с ребенком. Там мамки с ребенком едут, то есть побыть какое-то время, недельку-две у моря. Пишет вот эти семейные туры. Инстаграм это, страничка. Значит, давайте, все там, определились даты, там еще что-то. Но должна предупредить вас сразу, что язык на туре только украинский. Она говорит, в смысле? Это вы о том, что администрация будет говорить на украинском, или это требование, чтобы участники тоже общались на украинском? Потому, из-за того, что эти туры делаю я, в первую очередь для своих детей, и хочу, чтобы они не слышали языка страны-агрессора, что как бы их заставляло бы стрессовать, это правило для всех участников тура. Здесь нет администрации, есть я, как организатор, и няня, и все участники, которые вызываются, понимая правила, на турах пользуются на украинском языке. То есть женщина решила воспользоваться, ну там дочку отправить, там самой съездить в тур, да, ну семейные туры. Есть там возможность, платит деньги, это не бесплатно. Это не бесплатно. И должна вот следовать этим. Все. Если отказываешься, если по-русски вдруг говоришь, если ты по-русски хочешь в Крит поехать, сам едь. Тура тебе не будет. Вот такая вот история. Вот такие отношения между людьми. Ну, еще одна история по поводу того, куда мы катимся, точнее, уже почти прикатились. Это очень, кстати, интересное рассуждение Олега. Олег пишет мне, ну, какой-то Олег, да, зритель. Добрый день, Александр, постараюсь без воды, но без эмоций тоже сложно. Уже 3 года все кричат о каких-то долгах перед Украиной, о мифических преимуществах быть украинцем, а самое главное, о садке вишневом, который мы должны защищать. Это важно. Киевгорстрой. Задолженность перед инвесторами 150 тысяч семей. Могу ошибаться. Сейчас он не строит совсем. И можно было бы сказать война, но есть люди, которые ждут с 2014 года и раньше. Согласно информации с Википедии, 80% активов у города, а значит государство. То самое, которое нам предъявляет долги. Была проверка, вы нашли нарушения в финструктуре, сняли главу Кушнера. И мне плевать на их возню и политику, но никто не понес за это ответ. От слова совсем. Идем дальше. Вроде как проголосовал за дофинансирование в начале 2025 года, но денег так и не дали. Снова кидок от государства. Новый глава высказывает надежду, что все-таки найдут возможность. Внимание, возможность. Мы деньги принесли, а они ищут возможность. Для информации, речь идет о 4 миллиардах гривен. В то время, когда пилит денежку на городском и глобальном уровне державы. От ублюдских цветочках до изучения пингвинов. Так кто кому должен? Люди в Украине тля. Пишет мне Олег. Вот это колобок. Вот это куда мы катимся. Киев, новостройка, Киевгорстрой, предприятие, государство, 80% акций. Были там эти скандалы, расследования, ну все стало. Людей заманили нормальными ценами, понимаете? Ну и все. И все, так сказать. А потом ты должен. Человек в квартиру не может свою въехать, получить ее не может. Деньги, цены уже не те. Ну там с 2014 года, если кто-то ждет, да, какие-то там такие большие проекты, большие дома. Все, ничего не строят. А ты иди воюй. Воюй, погибни. Ну, может, перепишешь какие-то права на кого-то. Может, когда-нибудь достроят. Может, кто-то другой выкупит, достроит. Может быть. А может быть и нет. А ты будешь жить или нет? Фраза «люди в Украине тля» не моя, а вот Олега.
который прислал вот это письмо. Подведем итоги нашего сегодняшнего голосования. Возможно ли договоренность о прекращении огня в Украине по итогам второй встречи Стамбула-2? 4% считают, что да, ради Трампа готовы на все. Мало, ребята, мало. Ради Трампа, но могли бы хоть больше проголосовать. 14%, какая разница, это ведь не мир. 44% нет, это все сказки. Этот вариант побеждает, но ему там на пятки наступает, что все-таки шанс минимальный есть. Ну, скорее всего, будут тянуть резину. Спасибо большое за 11 600 голосов. Спасибо за то, что пишете. Спасибо за то, что присоединяетесь. Вот такой шум у нас сегодня получился. Ну вот Сергей пишет, там, кто сильнее, тот и прав, сильнее ТЦК, народ не прав. Ну так получается, да, так это и есть по большому счету. Почему бы и нет? Почему бы так и не сказать? Да, значит, посмотрим, что там в клубе YouTube написали. О, это потрясающе. Подождите, про клуб YouTube. Мы вам показали, ну, я вам показал видео, да, с, ну, где он там, убить тирана, да, вот это вот. Убить тирана. И подписать? Нет, дописать. Вот публикуют фотографию, как этого тирана у прилавка охраняли. Это то, что люди просто сфотографировали, да. Конечно, в кадры шортсов и рилс это не попало. Но вот так это все выглядело, представляете? Книжку покупал. Смотрите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тут, наверное, ну, это, наверное, просто человек. Ну, 10 человек, там 9, там. Это интересно, Ермак стоит или не Ермак, или, ну, 10. 10 человек оцепили прилавок. Он покупал книжку. Убить тирана. Говорили нам они. Ну, все тут обсуждают, конечно, еще Илона Маска, который пришел на прощальную пресс-конференцию с Трампом. У него синяк под глазом. Наверное, встретил жену Макрона. Ну, почему и откуда синяк, непонятно. Очень много грязи на него вылили в прессе. Ну, уходя, знаете, так надо же плюнуть в спину. Говорят, все время там употреблял разные вещества, распилил и все. Кучу статей про него вышли. Ну, в общем... Сам Трамп говорит, что Илон Маск величайший бизнес-лидер, он его хвалил за каждый шаг вперед, говорит, он никуда не уходит, а идет туда-сюда, туда-сюда. Это его детище, вот это доги, да, госслужащие, и поэтому будет заниматься множеством дел. Это вот, собственно, да, вот из свежего, из того, что сейчас тоже у всех на слуху и можно, ну, скажем так, можно обсудить. Анна Фуф пишет, с балкона упал. Ну да, судя по всему, упал с балкона. Илон Маск с балкона Трампа. Значит, Black Cat, Александр, вы как член семьи, вас любим, спасибо за потрясающие эфиры. Black Cat, спасибо и вам тоже за потрясающую атмосферу. Тут, конечно, пишут, вспоминают брата АМГ, в чем сила американец, в балконе сила. Ермак придет обязательно. Жена Макрона скоро и до тебя доберется, Шелест. Ух, как мне Еся Бьюти, жена Макрона. Слушайте, я не по этим делам. Нет, я любил, конечно, творчество раннего Алексея Панина в российских фильмах, но не до такой степени, чтобы ко мне пришла жена Макрона. Андрей Алекс задает вопрос. В понедельник Щелин и Бондаренко? Да, в понедельник попробуем сделать, если ничего не поменяется. Ну, пока, знаете, не загадывающий. Все-таки время такое. Тем более там часовые пояса, нужно там очень заранее это все записывать. Да, будет
по плану первый понедельник месяца у нас вот такой эфир. И так совпало, что это как раз таки со вторым Стамбулом связано. Вы видите, я все-таки настроен более оптимистично, потому что сколько бы ни было мишуры, торгов, возни, сколько бы ни было криков разных, причем уважаемых экспертов, мной тоже лично. Есть неуважаемые эксперты, есть уважаемые эксперты, и они все, вот они сходятся в мысли, что ничего не будет в Стамбуле. А я думаю, что будет. Я все-таки вот смотрю в сторону прекращения огня, или там достижения условий каких-то для прекращения огня, или каких-то моментов. Это ведь все равно тоже планочка высокая, там прекратите мобилизацию и поставки вооружений, и тогда будет прекращение огня от России. А может какой-то другой шаг, а может они там где-то понизят. Ну что, смотрите, задача этих Стамбулов гнуть Украину, украинскую власть, гнуть по дискриминационным законам, по ОПЦ, по русскому языку, по вот этой денацификации хотя бы формальной. И они формально будут гнуться, потому что американцы сказали «цыц», и те, оп, ну там, повыеживались и делают то, что говорят американцы. Все равно, как ни крути. Может там вот через пень-колоду как-то, но все равно делают. Поэтому этих Стамбулов может быть много. Но я вот на второй смотрю вот под особенной оптикой, потому что слишком много было сказано вот этих предусловий. Есть надежда, минимальная, но есть, мне так кажется, это мое мнение, что будут продавливать на какие-то уступки, а за уступками последует и прекращение огня. Ну, процесс должен идти, и он будет идти. И тут не ради Трампа, а ради того, чтобы достичь разрешения. Как это? Это Зеленский любил это. Типа, мы не можем... Ну, вот ранний молодой, вот этот, который говорил о том, что референдум надо проводить когда-то в НАТО, и все так говорят, как это, степ-бай-степ, да, что-то такое. Ну, в общем, большое дело, а ты его берешь по маленьким частям. Вот это будет стамбульский процесс. Фидан не просто так мотается. Он понимает, что ему нужен результат каждый раз в Стамбуле, каждый раз, как Монатик пел, каждый раз. И какой-то результат должен появиться. Значит, что с Вадимом Карасевым? Эфиры с ним будут или он все сдался? Он не сдался, он борется в судах в Украине. На эфиры пока не ходит. Ну, там, в общем, в принципе, он бодр, духом, никто не сдался. Как он сказал, готовит новый контент. Потому что то, что сейчас все происходит, он об этом говорил раньше. Надо немножко поработать, чтобы, так сказать, говорить что-то в будущем. Будет появляться, ему это закон не запрещает, но процедурные моменты сейчас таковые. То есть не верьте, там пишут всякую историю, там, ой, что-то там плохо. Нет, все ну, как, ну, плохо, конечно, но не так, что там какие-то вещи. Рамазан, Александр, добрый вечер. Я как россиянин хочу спросить, как вы говорите о оккупированной территории, а разве не наоборот после того, что вы все показали в видео? Рамазан, при всем уважении, смотрите, к этому бардаку, который я показывал сегодня и прошлый шум, и позапрошлый, ну, мы довели сами. Нас, украинцев, обманули, нас, украинцев, одурачили, нас, украинцев, использовали, нас, ну, это как бы, понимаете, вот в чем же вопрос? Ну, голосовали же за Зеленского. Да, за другие лозунги, но за Зеленского же. И поэтому он ходит и говорит, я избранный президент. Просроченный, ничего страшного, это война все. И типа, вот это к Путину вопросы. Вот закончит Путин войну, и тогда будете меня переизбирать. Это большая трагедия. Но сказать, что это оккупация, можно, но пока сложно. Пока сложно. Ну вот заработает эта ресурсная сделка. Будем говорить, что будет у нас одна оккупированная территория и вторая оккупированная территория. А Украины как таковой не будет. Потому что там под оккупацией транснационалов и вот этих всех их приспешников и прислужников. Вторая сторона под российской территорией. Понимаете? То есть все равно вот это тест на государственность. Может ли Украина быть государством? Казалось в 2022 году, что, наверное, может, готова бороться, умирать, драться за это. А сейчас кажется, что не за это. А сейчас кажется, что не за это.
после того, что происходит в тылу, и того, как вы выразились, того, что я показал. Саня, ты можешь взять дифференциарное уравнение курвиметром, как Стариков? Подождите. Дифференциальное уравнение, я помню, был период в старших классах школы, я же золотой медалист, я их щелкал, эти уравнения, сейчас, правда, уже ничего не помню, ну, у меня был математический класс, да, курвиметр в глаза не видел, правда, поэтому как они, мне кажется, это из разных опер, курвиметр и дифференциарная. Прям невинная девица, заманили, обманули, не совести шелест, личная ответственность, где? ЛК. А какую вы хотите личную ответственность? Ну вот смотрите, опять-таки, личную ответственность чью? Зеленского? Он перед ней должен предстать. Он перед ней и не предстает, потому что война. Личную ответственность там, людей, которые голосовали за Зеленского, так он им другое говорил. Личную ответственность чью вы имеете в виду? Украинца, которого грабили все 30 лет, дали там понюхать чуть-чуть свободы и надежды, а потом загнали в окоп на войну погибать за интересы других людей. Потому что политики могли этой войны не допустить на раз-два. О какой личной ответственности вы говорите? Здесь, на самом деле, если так вот в глобальном, на общечеловеческом смысле, разложить смысле этого слова, жертвами являются, собственно, и те, и другие. И с обеих сторон окопов. Потому что тут мы, россияне почему-то должны, их там подмасливают деньгами, там, и так далее, да, то есть там по-другому немножко. Но тем не менее, мы там, получается, должны идти на своих родственников в Украину, учить их жизни. Украинцы говорят, а что вы к нам пришли? Мы тут. У Зеленского рейтинг был 16% на начало этого всего. Его и так шатало крыс, корабль шатало крыс, тошнило, понимаете? И так это все было. Все-таки, наверное, можно было без широкомасштабного вторжения попробовать, да, хотя бы попробовать, потому что не пробовали. Я согласен, да, милитаризация, да, там это планы долгоиграющие. Вполне вероятно, об этой войне знали задолго, еще там и Зеленский вполне вероятно тоже знал до своего президентства. И то, что нам показывали как народу, как вот эту картинку, фильм «Слуга народа», возможно, тогда все было уже понятно, и к этому вели за узцы на скотобойню. Но личную ответственность тогда нужно у тех людей, которые принимали решения. Которые сидели, осваивали бюджеты, которые понимали, кто дает деньги от USAID и зачем. Тут такой момент, понимаете. Мы, на самом деле, пока мы не поймем, что простые люди и народ, они все в одной лодке, ничего не кончится. Пропагандистский угар надо убирать, и этот удар по пропаганде, это тоже в том числе и наш шум, который вы пишете в комментариях свое мнение, то, как вы думаете, как вы чувствуете. И даже про личную ответственность, которую сейчас вспомнили, написали. Спасибо вам за это, пошумели. Курвиметр. Это, да. Москва с вами, смотрю из Симферополя. Спасибо большое. Панченко задавала вопрос Зеленскому, чем он отличается от Порошенко. Так чем же, скажите? Так Порошенко получился добрее. И мудрее. Для украинцев. Получилось так, что, вот так. Вот этим и отличается. Нет, зло еще то. Я не оправдываю. Зло еще то. Но лучше, наверное, вот это зло, барыгу, коммерсанта, чем лицедея у руля. Где Спивак? Ребята, сегодня Владимир Евгеньевич спрашивает. Сегодня начались вот эти выпускные. Поздравляем Дмитрия Спивака. У него, у дочки, выпускной из детского сада. Это важно.
Поэтому дело такое. Дело наживное. Значит, скажите, вы не боитесь критиковать власть Украины? Ну, все боятся критиковать власть Украины, тем более, когда она там где-то обезбашенная переходит какие-то границы. Это страх всегда есть, но что делать, понимаете? Ну, а что? Хвалить? Давайте хвалить. Ну, вот по кладбищу можно пройтись в любом районном центре и ходить хвалить власть. Я вообще считаю, что все, если будут выборы, вот эти, ну, если пойдет сценарий, ну, вы поняли, да, сценарий, ну, вот этих псевдовыборов, когда Зеленский будет переизбираться, или преемник Зеленского будет переизбираться. Ну, они там так выстроят, что... Есть там версия, что это вообще все готовится и зачищается под Ермака. Ермака сделают президентом. Может и так быть. То есть, ну, разные там политтехнологии. Короче, если у нас будут вот эти выборы в этом состоянии сегодняшнего дня, даже с прекращением огня, тут же понимаете, в чем какая история? То есть, это вот прекращение огня в Стамбуле. Почему? Потому что у меня есть четкое убеждение, что самый лучший вообще вариант, в том числе и для Банковой, это провести 24 августа в День независимости выборы и переизбраться. Или слинять, подставив других, чтобы те дальше уже на них все шишки летели, а они были герои, которые боролись, и хоть ходить с мудрым лицом и ну, таким легким загаром, рассказывать о том, как мы, а вот при вас-то вот мы советуем, но мы все равно все единые, потому что у нас одна такая страна, и она победила, мы юг не отдали. Или самим переизбраться. И если вот это будет, то я считаю, что самые нужные агитационные площадки, баннеры, на кладбищах ставить. Вот это будет интересно. С лозунгами. Агитация когда будет, вот, надо на кладбищах военных ставить. Шелест, скажите, Украина готова к расколу, а к гражданской войне? Смотрите, ни раскол, ни гражданская война, Валентин, не приходит, как бы, ну, к этому нельзя быть готовым. Ну, вот, готовым. Нет, если, как бы, ты готовишься, если ты какая-то группа, которая борется в этом. А людям к этому быть готовым нельзя, потому что как-то свадьба в Малиновке, те пришли, вот это вот все. То есть Украина как народ, как страна к этому, конечно, не готова и быть готовой не может. Ну, вот как-то так. Шелест, ты когда-нибудь занимался мордобоем? Да всяко было. Я, конечно, миротворец, но бывало всякое. Маринус Мерсен. Александр, потеряла Украина независимость в декабре 13-го. Вы хотите разобраться, что за спецотряды тогда зашли через Польшу к вам? Эти спецотряды грохнули вашу СБУ, остальное детали. Не слышал про спецотряды из Польши. Это вы на Майдане имеете в виду? Вот это вот? Так это же вроде грузинские снайперы, спецотряды. Или там грохнули СБУ, это я такого не слышал. Спецотряды, извините. Я бы с радостью, если бы хотя бы слышал, я бы с радостью порассуждал по поводу этой конспирологии, но спецотряды из Польши, которые грохнули СБУ, нет, это что-то новенькое. Миротворцы к мордобою. Да, Елена, так и есть. А так это жизнь такая, понимаете? Это жизнь такая. Миротворцы к мордобою. Время такое. Петр Петров, Шелест, за какую команду болеешь? Сколько тебе лет? Болел за Луганскую Зарю и Киевское Динамо. Сейчас не слежу. Ну вот откровенно не слежу. Слежу за новостями. Так. Куда ты раньше смотрел? Чего пропагандировал-то? И почему переобулся? Так, Арти, а что я пропагандировал? Ну вот тут же возникает вопрос. Что вот, ты пропагандировал? Что я пропагандировал? В блоках «Шум» я появился вот сейчас. В интервью были разные периоды с разными гостями в интервью. То есть было там даже вот таких 3 больших итерации.
То есть, если я у кого-то беру интервью, это означает, что я пропагандирую, значит, вы не понимаете, что такое пропаганда. Или, ну, как бы, тем более, что в моих интервью это ну, там сильно не разгуляешься, мне так казалось, да, даже когда это было там в начале, там, в 23-м, 22-м году, да, вот, и потом позже. Поэтому тут что ты пропагандировал? Александр, что бы вы сделали на месте Путина 23 февраля 2022 года? Ну, я бы применил какую-нибудь кагибистскую тактику спецслужб, но не пошел бы войной. Как вы думаете, если были честные выборы в Украине, кто бы победил? Когда? Сейчас, наверное, сейчас кто бы победил? Ой, не знаю. Ой, не знаю, кто бы сейчас победил. Смотря кто бы выдвинулся. Кто бы вышел и сказал, я пойду. Сложно сказать, кто бы сейчас победил, тем более выборы честные. Зачем запретили большевиков? Это козырь власти на случай, что в сложное время власть переобуться большевиков постараются в нужный момент. Наверное. Так. Спасибо за Щелина. Будь добр, внимание. 4-е измерение. Не понимаю, что такое 4-е измерение. Все мне о нем пишут. Я не понимаю, что это такое, что это за проект, чей он и какой-то. Значит, пропаганда — неругательное слово. Я точно знаю. Да, Виктор, это неругательное слово. Вы правы. Значит, друзья, всем большое. Зелья победит, пишет Вадим Романов. Ну, в таких условиях, как сейчас, вполне вероятно и возможно. Значит, уважаемые друзья, всем большое спасибо. Нас 17 тысяч онлайн, 2 часа мы в эфире. Опять меня будут ругать. Шелест, я открываю видео, а тут 2 часа. А тут 2 часа. Не буду даже смотреть. Ой, друзья, ну а что сделать, если хорошо с вами сидим и хорошо шумим? Всем хорошей пятницы. Это был финальный майский шум. Следующий шум уже будет в отмененный сегодня Зеленским День защиты детей. 1 июня, воскресенье. Спасибо большое за то, что ставите лайки. Это важно. Я просто так вот думаю, знаете, там, у женщин побоялись праздник отнять 8 марта. У детей конфетку отняли, понимаете? Это же какой цинизм, это чтобы не быть похожим ни на кого. Не туда катимся мы этим колобком. Но мы с вами хорошо шумим. С удовольствием буду читать ваши комментарии по поводу, ну, во-первых, откуда вы, наша игра в города считается, если вы написали, кто вы, откуда, и лайк видео поставили. Ну и, конечно, ваши сообщения, которые вы пишете под этим видео, которые касаются непосредственно тех или иных новостей, упоминаний или каких-то мыслей. Делитесь своими мыслями, давайте шуметь вместе. Всем добра и света. Хорошо пошумели.